Добрый день! С вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Приближается праздник всех влюбленных, День Святого Валентина. Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по вязанию крючком маленького ангелочка по имени Купидон или Амур. Это озорной мальчишка с золотыми кудрями в белых трусиках, у которого за спиной большие крылья, а в руках лук со стрелой, пронзающий самое сердце. Это отличный подарок, сделанный своими руками для самых любимых. Если убрать лук со стрелой, то это уже будет рождественский ангел. А если снять крылья, то получится маленькая куколка-мальчик. Для этого я специально связала для него съемные крылья на лямочках. Ангелочек вяжется одной деталью, снизу вверх. Ручки ввязаны в тело, пришивных деталей нет совсем. Ручки сгибаются и разгибаются, так как в них вставлен каркас из гибкого провода. Из этого же провода сделан лук со стрелой. Волосы ввязаны в голову, образуя желтые кудри. Рост ангелочка приблизительно 14 сантиметров. Мастер-класс будет состоять из 3 частей. В первой, сегодняшней, я сначала, как всегда, покажу и расскажу, какие необходимы материалы и инструменты для изготовления игрушки, а затем, как связать ручки, ножки и тело одной деталью, а также, как сделать каркас для рук. Во второй части мы продолжим и довяжем голову ангелочку, присоединим волосы и оформим личико. Для этого пришьем глазки-бусинки и вышьем маленький ротик. Ну и в третьей, последней части мы свяжем крылья с лямочками и сами сделаем лук со стрелой. Если вам понравился мой ангелочек, давайте вязать вместе. Для работы нам понадобится пряжа бежевого цвета для тела и белого для трусиков и крыльев. Я взяла Yarn Art Ideal. Это 100% хлопок, метраж 50 грамм на 170 метров. Для волос необходима мягкая пряжа, поэтому будем использовать акриловые ниточки желтого цвета. Это Yarn Art Elite, состав 100% акрил, метраж 100 грамм на 300 метров. Еще для вышивания ротика понадобится пряжа розового или красного цвета, совсем немного. У меня мулине. Вязать буду крючком 2 мм. Для глаз потребуются 2 бусинки черного цвета диаметром 6 мм. Чтобы их пришить к игрушке, нужны будут обычные швейные черные нитки и игла. Каркас для ручек и лук со стрелой будем делать из белого провода. Он одножильный, с ПВХ покрытием, диаметр 2,5 мм. Такой провод хорошо держит форму и при этом гибкий. Продается он в любом хозяйственном магазине и стоит совсем недорого. Чтобы работать с проводом, понадобятся пассатижи. Для оформления стрелы необходим фетр розового или красного цвета. Приклеивать детали из него будем клеем Момент Кристалл. Из инструментов еще будут нужны набор английских булавок, ножницы и палочка для набивания игрушки наполнителем. А наполнитель у меня синтепух. Итак, приступим. Сначала займемся ручками. Так как мы их будем ввязывать в тело, ручки необходимо подготовить заранее. Одну я уже связала. Вот так она выглядит. Наполнителем пока не набиваем. Свяжем вторую ручку вместе. Берем пряжу бежевого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накидов кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза.
прибавка – это 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю предыдущего ряда. Сначала вяжем первый столбик без накида, а затем в эту же петлю провязываем второй. Получилась прибавка. Вяжем дальше. Теперь вяжем 5 рядов по 9 столбиков без накида в каждом. Восьмой ряд, 1 прибавка, а затем 8 столбиков без накида подряд. Дальше вяжем 4 ряда по 10 столбиков без накида в каждом. Все, связали ручку, обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. И чтобы вязание не распустилось, наберем одну воздушную петельку и пропустим сквозь нее ниточку. Вот так мы связали вторую ручку. Теперь у нас есть 2 ручки. Дальше займемся ножками. Одну ножку я уже связала. Вот такая она. Последний ряд провязан пряжей белого цвета, чтобы в дальнейшем перейти на трусики. И в конце я зафиксировала ниточку, как и у ручек, набрав одну воздушную петельку и пропустив сквозь нее хвостик. Свяжем вторую ножку вместе. Берем опять пряжу бежевого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Третий ряд 9 столбиков без накида подряд. Четвертый ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Пятый ряд 12 столбиков без накида подряд. Последний столбик в этом ряду провязываем не до конца. Берем пряжу белого цвета и ею довязываем этот столбик. А пряжу бежевого цвета обрезаем. Натягиваем оба хвостика. Хвостик от кольца амигуруми прячем внутрь. Таким образом мы сменили цвет нити. Теперь вяжем последний 6-й ряд уже белой пряжей, 12 столбиков без накида подряд, при этом 2 хвостика ввязываем в этот ряд.
Мы достаточно ввязали 2 хвостика, можно их спрятать внутрь. Все, мы закончили вязать вторую ножку. Ниточку в этом случае не обрезаем. Теперь у нас есть 2 ножки. Дальше будем вязать тело и объединять ножки вместе. В каждой из них по 6 рядов. Счет рядов продолжаем и вяжем 7 ряд. Сначала набираем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И присоединяем первую ножку. По ней нам надо провязать 12 столбиков без накида. Чтобы не было отверстия в этом месте, я обычно первый столбик без накида провязываю в последнюю петлю последнего ряда первой ножки. А второй столбик без накида провязываю в первую петлю этой ножки. Вяжем еще 10 столбиков без накида по этой ноге, при этом хвостик ввязываем. Подошли к цепочке из 3 воздушных петелек. По одной стороне этой цепочки провязываем 3 столбика без накида. Дальше вяжем 12 столбиков без накида по второй ножке. Опять подошли к цепочке из 3 воздушных петелек. По другой стороне этой цепочки провязываем 3 столбика без накида. Все, провязали 7 ряд и объединили ножки. Вот так они теперь выглядят. Далее прокладываем нить контрастного цвета, чтобы не запутаться в дальнейшем в подсчете рядов. И вяжем 8 ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Девятый ряд, 36 столбиков без накида подряд. Десятый ряд, 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 42 столбика без накида в каждом. Последний столбик без накида 12 ряда провязываем не до конца. Берем пряжу бежевого цвета и ею довязываем этот столбик, а белую ниточку обрезаем. Вот мы сменили цвет на бежевый, потому что закончили вязать трусики. Перекидываем нить контрастного цвета
Натягиваем оба хвостика. И вяжем 13 ряд, 42 столбика без накида за задние полупетли. Каждая петля имеет переднюю стенку и заднюю. Так вот, в этом ряду мы все столбики без накида вяжем за заднюю стенку петли. При этом хвостики ввязываем в этот ряд. Четырнадцатый ряд, 42 столбика без накида подряд за обе стенки. Пятнадцатый ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Я делаю самую обычную убавку. Для этого ввожу крючок в петлю, захватываю рабочую нить, ввожу крючок в следующую петлю по ходу вязания, захватываю ниточку и провязываю все это вместе как одну петельку. Получилась убавка. Вяжем дальше. Шестнадцатый ряд, 36 столбиков без накида подряд. Семнадцатый ряд, 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Восемнадцатый ряд, 30 столбиков без накида подряд. Девятнадцатый ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. В 20 ряду будем ввязывать ручки. Сначала нам надо выйти в бок, чтобы ввязать первую ручку. Для этого провязываем 4 столбика без накида. Берем ручки и присоединяем первую из них к телу. Будем вязать за оба края ручки и тела 5 столбиков без накида сквозь петли последнего ряда. Для этого я отсчитываю 2 столбика вправо, 1, 2, ввожу сюда крючок, провязываю первый столбик без накида. Затем провязываю второй столбик без накида. Третий столбик без накида я провязываю в последнюю петлю ручки. Теперь вяжу еще 2 столбика без накида, при этом хвостик от ручки ввязываю.
Мы так ввязывали ручки для того, чтобы не было отверстия. То есть под мышкой у нас получается вот этот переход, который образуется при вязании по спирали между первой и последней петлей последнего ряда. Ввязали ручку, дальше вяжем 7 столбиков без накида по телу. Пришло время ввязывать вторую ручку. Опять отсчитываем 2 столбика вправо, 1, 2, вводим крючок и провязываем за оба края тела и ручки 5 столбиков без накида. Не забываем хвостики ввязывать всегда. Ну и осталось нам провязать 3 столбика без накида по телу. Вот таким образом мы с вами ввязали ручки, но не до конца. Проверяем, как они расположены. Они должны располагаться строго по бокам. Видите? Если вдруг у вас получилось по-другому, то распустите этот ряд и сместите место расположения ручек на 1-2 петельки вправо или влево. Только после этого можно продолжать вязать игрушку. Настало время набивать тельце наполнителем. Хорошо набьем ножки и само тело. Вот я набила тельце и ножки наполнителем. Дальше займемся каркасом для ручек. Я его уже подготовила. Просто примерила провод к ручкам и отрезала кусок чуть-чуть большей длины. У меня получилось 14 сантиметров. И подогнула кончики с помощью пассатиж на 1 сантиметр по бокам. Вот такой каркасик получился. Можно концы его обмотать лейкопластырем. Теперь вставим этот каркас в ручки, немного согнув его, чтобы нам было полегче. Вокруг каркаса надо уложить наполнитель, но не очень плотно. Ручки я немного набила наполнителем. Теперь продолжаем вязание и вяжем 21 ряд. Нам надо довязать ручки до конца. Сначала провязываем 4 столбика без накида. Подошли к первой ручке. У нас в ней остались непровязанными 5 столбиков без накида, поэтому сейчас вяжем по этой руке 5 столбиков без накида. Дальше по телу вяжем 7 столбиков без накида. Подошли ко второй ручке, по ней тоже вяжем 5 столбиков без накида. И осталось нам провязать до конца ряда 3 столбика без накида. Вот мы окончательно вязали ручки. Видите?
посмотрите, как получилось. Далее вяжем 22 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Двадцать третий ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. И теперь свяжем шею нашему ангелочку. Для этого провяжем 2 ряда по 12 столбиков без накида в каждом. Все, закончили с телом. Осталось только донаполнить плечики и шею наполнителем. После окончательного набивания тело выглядит вот так. Это у нас перед игрушки, а там, где проходит контрастная нить, зад. Ручки теперь сгибаются и разгибаются. В итоге мы связали полностью тельце с ручками и ножками в белых трусиках. На сегодня это все. Ну а в следующий раз мы довяжем голову, оформим личико и займемся волосами. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!